Всем привет, мои хорошие! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И ровно 3 года назад мы переехали в Турцию со своей семьей, с 3 детьми. Для тех, кто на канале впервые, хочу об этом рассказать и показать сегодня нашу квартиру, где мы живем. Наконец-то, наверное, и другие подписчики хотели бы увидеть мою квартиру, где же мы живем. Мы живем в городе Селивке, это провинция Мерсин. На улице сегодня очень прохладно, но солнечно, очень ветрено прям. Птички поют, солнце, но на улице холодно. Вот. Погода сейчас обещает, что будут холода. Вот. И начну, наверное, обзор со своей кухни. В общем, она у нас большая. Мы здесь уже живем больше года. Мы переехали сюда из города Газипаши. Мы там пожили тоже где-то 1,5 года. Туда мы переехали из России, с Республики Татарстан, с 3 детьми. Еще в 22 году, в августе, мы купили там квартиру. Ну а сюда мы переехали по работе. Муж работает в атомной электростанции, и там предоставляют квартиры. Ну, то есть не то, что прям квартиру эту нам предоставили. Мы ее сняли, и здесь, получается, живем, часть нам оплачивает его компания. Он работает на Аккую, это атомная электростанция, которая строится совместно Россия-Турция. И также я работаю удаленно на дому. Сегодня вот я 2 детей оставила дома, старший у нас на умных каникулах, у них сейчас каникулы, но они учатся, и он поехал на учебу. Здесь находится русская школа для русскоговорящих, московская частная школа имени Пушкина для тех, кто работает на Аккую, для детей, работников Аккую. Вот. Ну а я работаю удаленно, под роликом в описании можете переходить по ссылке, посмотреть, где же я работаю. Начинаем обзор с кухни. Вот такая вот кухня, и вообще как бы в Турции, да, какие квартиры, мне кажется, многим интересно будет. Смотрите, давайте начнем с входа. Вот такая вот межкомнатная дверь, как и, наверное, везде у всех, да, имеется. Ничего особенного. Особенно в Турции кухня, а именно вот столешница. Она идет из настоящего камня. Что мне нравится в Турции, так это вот столешница. И это не только мне нравится, а всем хозяюшкам. Кто не пожил в Турции, они очень-очень любят вот эту вот каменную столешницу. Она реально очень такая жесткая. И здесь еще есть такой бортик, да. Бортик, знаете, вот чем мне нравится, даже когда здесь вот моешь посуду, чтобы вода не уходила, не утекала, и даже если она и вдруг попадет на пол, здесь вот, видите, часть кухни из плитки, а здесь уже идет ламинат. Вот, то есть даже если попадет вода, в принципе, ничего не набухнет, все нормально. Здесь в идеале должна была быть, конечно же, посудомойка, да, но мы не ставили, вместо этого у нас стоит вода. Вот, воду мы заказываем все здесь. Вот, для чая пользуемся фильтром обязательно, потому что вода здесь жесткая и всегда остается накипь. Даже потом вот в душе покажу. Всегда, даже вот стенки такие белые становятся от этой вот накипи. Есть окно, что очень мне нравится. Под раковиной, даже когда вот посуду моешь, что-то здесь делаешь, можешь любоваться горами, да, горы, природа Турции, солнышко, и мне, конечно, это очень нравится. Конечно же, мы, как только переехали в Турцию, взяли для кухни себе вот такой вот соковыжималку. Это для цитрусовых. Сюда вставляешь половинку апельсина, мандарина и выжимаешь себе сок. Также подходит для граната. Вот, делаем всегда себе сок. Покупали уже давно. Кстати, слово «сок» нельзя говорить на турецком. Это означает «вставь». И поэтому на магазинах, когда мы ходим, мы всегда детей предупреждаем, что это слово говорить нельзя. Вместо слова «сок» надо говорить «мейве сую». Вот, это турочка мы покупали. Это муж покупал себе для кофе. Что еще хочу сказать? Пользуюсь я здесь вот
гелем для мытья посуды от Atomy, да, здесь можно заказать на дом с этого приложения. Кому интересно, могу помочь скачать это приложение и расскажу, как заказать. Это гель для мытья посуды, хватает, он литровый, хватает на полгода, наверное, стоит 200 лир. Его разбавляешь в литре воды, я всегда вот так вот с водичкой разбавляю, 70 миллилитров. Ну, в общем, хватает надолго. Сегодня хотела, конечно, квартиру показать, но всегда покупаю вот такой вот, все, что, короче, по пути встречается, сейчас буду рассказывать. Покупаю всегда вот такой вот соус для салатов, вот, всегда делаю салаты. В общем, ладно, что еще тут рассказать можно? Очень большие шкафы. Вот смотрите, обратите внимание. Единственное, вот муж говорит, очень интересно сделано, да, есть вытяжка, но она уходит, где она? Она уходит, короче, в никуда. Да, просто наверх, что ли. В общем, не сделана тут вот эта вот вытяжка до конца, просто, можно сказать, для красоты. Вот. Что еще? Газ обычный, духовка. Да, кстати, здесь у нас заведен газ. Вот обратите внимание, как он выглядит. И вот если видите в квартире вот такую вот трубу, которая ведет на кухню, значит, газ заведен. Что еще показать? Так, давайте покажу балкон. Сегодня очень сильный ветер. Погода на похолодание идет, занесла даже эти стульчики, потому что они могут улететь. У нас было 3 стула, один из них улетел. И тазик тоже я как-то оставляла на балконе, он тоже улетел. Короче, прохладно. Вот такой вот балкон. Такой балкон как бы хороший, да, если бы не ветер, я бы прям тут посидела бы. И вид у нас вот такой вот открывается на сады лимонные. Вот там вот даже собирают лимоны. Короче, холодно. Здесь у нас басики, которые работают только, получается, летом, хоть крытый бассейн. Смотрите, вход здесь в салон есть и на кухню. Вообще у нас квартира 3+1. Я замерзла, уже руки трясутся. 3+1, и это отдельная кухня. Бывает 3+1 совмещенная кухня с салоном, а у нас получается 3 комнаты отдельные. Вообще, что означает 3+1? Это 3 комнаты плюс салон. В то же время, и если кухня с салоном совмещена, это 3+1. Даже если не совмещена, даже если отдельный салон, это будет тоже 3+1. Здесь у меня батарея. Батарея, конечно, тут маловато. Я бы вообще вот для такой комнаты поставила бы, наверное, в 2 местах батарею, потому что, ну, нормально, в принципе, да. Можно регулировать газ, включать, выключать. И здесь у нас идет первый коридор. Получается, вход с подъезда, да. И сейчас давайте покажу именно так. Здесь у нас умный домофон, можно посмотреть, да, если кто-то звонит, открыть. Я всегда обычно воду, когда привозят, смотрю и открываю. Так, ну и вход вот такой вот. Здесь батарея, здесь прям тепло, прям стою и прям хорошо, прям так. Люблю очень сильно тепло, поэтому стараюсь включать газ. Да, потом расскажу, сколько мы платим за коммуналку. И смотрите, здесь у нас все для обуви стоит. Мы, кстати, всю мебель из Газипаши привезли сами. Это у нас первый санузел. И, как всегда, это а-ля тюрк. Кто-то вообще не пользуется, кто-то для гостей пользуется, да, кто-то как под такое помещение, у кого-то прям захламлен этот обычно туалет. Ну, бывает такое, как бы, да. Мы же пользуемся им таким. Почему пользуемся? У нас 2 санузла. Вообще у нас 3 санузла. Просто в 2 только туалет.
В одном только душевая, это в нашей комнате. И всегда обычно, когда вся семья дома, у нас 5 человек в семье, бывает такое, то, что там дети хотят в туалет, кто-то занял тот самый главный туалет, и ну, они как бы ходят сюда. Ну и вообще по утрам тоже зубы чистить. Нам всегда нужно 2 туалета обычно, всегда, 2 ванны. Вот, окошко всегда есть для вентиляции, можно открыть. Ну вот так вот он выглядит. В этом нету батареи, в том самом главном есть. Обычно вот так вот включаешь кранчик и просто водичкой убираешь всю грязь. То есть легко и просто. Ничего сложного. Плитка вот такая вот у нас прикольная. Мне нравится наша плитка. И, как и говорила, да, мы все сюда перенесли сами. Все привезли, вся мебель наша. Эта квартира была абсолютно пустая. Вот здесь вот, кстати, в коридоре у нас нету люстры. Но мы недавно, вот не помню, я говорила, подписчики, наверное, помнят, мы заказывали сюда вот такую вот, не было вообще даже шкафов, мы заказали вот это здесь, в этой квартире. Шкаф для одежды, ну и для там всего прочего. Здесь еще один коридор, но про него расскажу потом, потому что, ну, кухню показала. Здесь у нас идет салон. Давайте с салона начнем. Салон очень большой, вот честно. У нас мебели для салона было мало. Мы все привезли с собой, поэтому у нас такой прям минимализм, ничего лишнего. Но большой, реально большой очень салон. Сейчас вот здесь вот кондиционер. Кстати, на кухне тоже кондиционер, забыла показать. Летом без кондиционера никак, а эта сторона солнечная, как помните, балкон показывала. Здесь вот полностью. У них, кстати, в каждой комнате вот так вот, вот в этой квартире, в этом доме, окна в пол. И солнце светит, очень тепло. Здесь наши любимые качалки. Вот мы садимся, качаемся тут. Зеркало, картина, один диван, хотя просится еще, конечно, диван. У турков обычно даже 4-5 диванов на такой салон, но у нас только один, пока еще не купили. Просится, конечно, вот в эту сторону еще один диван. И вообще, как бы, можно еще что-то тут набрать, но как бы квартира не наша, поэтому особо покупать не хотим. Люстру купили сами тоже, это тоже наше. В общем, все, по сути, наше. Дети сидят, компьютер смотрят. Мы не смотрим телевизор, как вы видите, у нас нет телевизора. Мы вообще, когда даже жили в России, долго очень без телевизора жили, нам телевизор не нужен. Мы как бы смотрим обычно все с Ютуба, в интернете все смотрим, телевизоры и всякие вот эти вот, как сказать, чужие мысли нам не интересны. Вот. Можно повесить телек, конечно, чисто смотреть какие-то фильмы. Мы, кстати, вот покупали в России себе телек, который, к сожалению, когда переезжали, всю мебель распродали, даже телевизор продали, было, конечно, жалко, задешево забрали у нас его. Мы тоже вот повесили смотреть наши каналы. Вот мой канал, там детский канал, еще каналы, которые у меня есть, вы можете посмотреть по ссылке, очень много каналов других, и детский канал есть, и мы всегда вот детей смотрели по телевизору. Здесь мы изучаем обычно всегда там всякие буквы, цифры. Любим очень сильно читать букварь. Дети в последнее время прям сами просятся. Мы читаем, изучаем буквы. Вот. Дети у нас сегодня не пошли в садик. У нас Азалия всегда дома сидит, а Алмаза я водила в сад. Ну, месяц Алмаз ходит, месяц Азалия ходит, потому что нам оплачивают только двоих, а садик у нас выходит на 12 тысяч лир. Где-то 35 тысяч рублей, да, поэтому один ребенок у нас сидит дома по очереди, по одному сидят дома. Раньше ходили оба, но сейчас что-то в Турции в последнее время прям все так сильно подорожало, и, если честно, выходит накладно со своего кармана вот это платить. Вот, давайте зайдем уже во второй коридор, да, вот отдельно вот такой вот коридорчик у нас тут, и 3 комнаты, смотрите. Стиралка у меня тут стоит, да, всегда стираю. Кстати, тоже вот порошок себе покупаю. У меня и тот стоит, но он такой вонючий стал после того, как я вот этим попробовала. Здесь написано 30 стирок, но, в общем, это листовой порошок. Получается, он такой, знаете, лист небольшой,
И вот такие вот листы в этом порошке, которые делятся на 2. Их тут 30 штук, то есть, по сути, можно даже на 60 стирок использовать. Стоит 300 лир, в принципе, как и этот. Это тоже где-то на 30 стирок хватает. Вот, но после вот этого, этим порошком вообще уже пользоваться не хочется. Очень вонючий, очень химозный кажется, поэтому я уже 2-й раз заказываю. Мне прям очень нравится, всем советую, кому надо. Ой, могу я вам рассказать, как его приобрести. Короче, очень мне нравится. И аромат такой необычный. Такого аромата не найдете в других порошках. Здесь у нас корзина стоит и дуйка. Дуйка нам нужна, знаете, вот когда детей мы купаем. Вот наш, короче, 2-я ванная комната, наш санузел, да. Давайте поставлю вот так. То есть здесь у нас душевая комната, туалет хороший, нормальный. И у нас здесь батареи теплые. Но все же, когда вот вечером особенно купаемся, хочется потеплее, чтобы было. И мы дуйку иногда включаем. Что могу здесь показать? Полотенцесушители, да, как обычно. Вот это все. Вот такую полку мы себе купили, очень удобную. И здесь есть слив. Все, что, да, ну, так как везде плитка, вы можете все, включив воду, все также почистить, прям не заморачиваясь. Я прям поливаю унитаз водой, все чищу санитарным средством, и все это выливается в слив. Ну, короче, мне очень нравится. Вот такая вот душевая в турецких квартирах. И давайте расскажу, что же, собственно, вот это такое, да, потому что некоторые смотрят впервые. Это водонагреватель. Он электрический, то есть получается, что он тратит электричество. Мы им не пользуемся. Где есть газ, где есть комби-система, у нас комби-система есть, получается, вода нагревается с помощью газа. Я вот такие вот штучки еще себе купила, детям стелю, потому что здесь плитка, холодно, стелю, чтобы ножки у детей не замерзли. И также есть вот окно, то есть вентиляция. Вообще как бы комфортно, тепло, хорошо, мне очень нравится. Да, ванны не хватает, вот в Турции нету ванн. Очень редко, если человек сам только сделает, можно, да. Ну вот, это минус, да. Опять-таки у меня все от Атоми. Гель для душа, шампунь, кондиционер. Я прям не могу без них жить. Они офигенные, мне очень нравятся. И всегда у меня есть набор путешественника. 800 рублей он стоит. Там и шампунь, и кондиционер, и все, короче, все для себя и для очищения лица. Все, короче, в одном 6 предметов, короче. Ну и, конечно же, у меня все для лица. Это у сына для очищения. Это мое. С центеллой обожаю пенка и тонер. Вот, я всегда пользуюсь все от Атоми. Очень люблю. Все там покупаю. Это вот блеск для губ тоже, когда губы сушатся. И, конечно же, у меня и щетки мои любимые, красивые от Атоми. Вот, 8 штук, 900 рублей стоят щетки. Кому интересно, тоже. И детские тоже, смотрите, какие, как леденцы. Такие классные, такие хорошие. И, кстати, они все, здесь щетинки очень тонкие, они все покрыты ионом золота. Ионом золота, чтобы бактерии не скапливались. Представляете, да, вот такая вот таких 8 штук, 900 рублей всего лишь. Смотрите, какой дизайн красивый. В общем, люблю Атоми и все пользуюсь от Атоми. Даже вот эта вот зубная паста с прополисом я покупаю от Атоми, конечно же. Килограмм, ну здесь, короче, 200 грамм вот в такой пасте. Килограмм стоит 1500 рублей. Ну, 5 штук, короче. 5 штук таких, 1500 рублей примерно. Ну, примерно такие цены, короче. Вот. В общем, дальше идем. Еще хотела показать. Это, конечно, не от Атоми, но я купила в местном магазине. Мне вот посоветовала подруга. В общем, вот такие вот салфетки. Знаете, очень хорошо. Она мне вот посоветовала. Я сейчас только этим пользуюсь. Очень хорошо. Сейчас даже продемонстрирую. В любом магазине в Турции есть. Кто вот в Турции живет, вообще супер средство. Вот
вот убирать, короче, вот такие вот всякие налеты, например, да, протереть зеркало. Вообще разводов не оставляет. Ну, я не знаю, супер средство, мне прям очень нравится. Немножко, конечно, воняет, да, химозой, но быстренько протереть что-то. Например, даже вот я, кстати, обещала, хотела показать. Смотрите, даже вот на стенах налет белый, видите? И вот эта вот салфетка, она с этим тоже справляется. Ну, короче, классно. Мне очень нравится. Я, вот, видите, здесь какая накипь. Не накипь, а, как сказать, вот это вот налет, короче, белый. В общем, я потом это уберу. В общем, вот еще даже руки не дошли. Вроде протерла все, но вот забыла про душ. Протеру попозже, покажу дальше вам квартиру. Так, вот такая вот, в общем, вторая, получается, у нас ванная, да? И дальше давайте покажу быстренько комнату своего старшего сына, ему 16 лет. Вот такая вот комнатка, его личная. Здесь его одежда, стол, занимается он здесь. Здесь у нас еще один балкон. Вот такой вот балкон. Вид на горы. Все тоже в плитке, можно помыть. Очень красивый вид. Но вот он не любит, короче, солнца. И он вот так вот закрывается от солнца. В общем, не буду здесь долго находиться. Он вообще не любит, когда я его снимаю или что-то его снимаю. Поэтому переходим в детскую. Смотрите, у нас какая детская, яркая. Я очень люблю тепло, уют. И все, что не захотят дети, я им разрешаю. Смотрите, да. Да, я не подумала о стенах, но я их разрешила. Они любят все свои поделки вот так вот демонстративно вывешивать на стены. Я им это не запрещаю делать. И шкаф у них весь уже в поделках, игрушек куча. Мы купили вот такой вот шкафчик очень удобный, да, где можно игрушки все положить сюда. Здесь куча игрушек, здесь куча игрушек. Купили, кстати, мы вот им собачку-кошку. Это Дед Мороз на Новый год принес. Это у нас собачка-кошка на день рождения. Это нам подарили на день рождения. И у нас двухъярусная кровать, конечно же, с двойняшками. Они у нас двойняшки. Им 6 лет исполнилось вот недавно. Посмотрите, мы как справлялись здесь. Можете посмотреть, у меня видеоролик есть на канале. Вот так вот, в общем-то, мы и живем. Да, люстру тут повесили. Люблю вот такие вот всякие зеленушки. Ну, это, конечно, старший сын еще, когда был маловат, себе заказывал. И сейчас я детям сделала и себе тоже поставила, так как ему не надо. А это наша комната родительская, да. Здесь у нас коврик. Иногда бывает, занимаемся. Муж чаще, наверное, в последнее время стал заниматься, чем я. Раньше я чаще занималась. У нас вот так вот по очереди. Здесь у меня стоит туалетный столик. Вот такой вот. Конечно же, все ватами. Кстати, по поводу куклы хотела рассказать. У меня старший сын подарил на день рождения дочке куклу. Ну и вот такого цвета она получилась. И она разревелась. Говорит, я не хочу такую куклу, она некрасивая. В общем, кукла осталась мне. Я с ней теперь играю. Вот, все, короче, с атами у меня, все для лица. Обязательно солнцезащитка от Absolute. У кого уже есть первые морщинки, это и солнцезащитка, и лифтинг. Очень классная вещь, очень люблю. Стик от морщин тоже очень люблю. Это я летом брызгаю. Спрей для красоты мгновенный. Это у меня очищение. Короче, у меня здесь все от Атоми. Я очень люблю эту фирму. Вот такой вот крем у меня. Ладно, дальше. Вот такая вот кровать. Кстати, когда мы переехали вот в Турцию, я удивилась, насколько высокая тут кровать. Я не знаю почему. У нас как будто бы тюли, кстати, мы тоже сами покупали здесь все. Люстры тоже наши. В общем, я удивилась, какая она высокая, мягкая. Вот на фотографии, на видео сейчас кажется, что она невысокая. Она на самом деле очень высокая. Вот такая вот кровать, в общем, своя наша. И вот такая вот комнатка небольшая. Я себе купила вот такую вот
подушку ортопедическую, потому что у меня очень сильно побаливает шея. Ну, болела, точнее, когда я начала принимать витамины, особенно химохим от Атоми. Это тоже вот БАД такой очень сильный, очень очищающий. Аналогов вообще ни в одной компании нету, только в Атоми. Я его, когда начала принимать, мне более-менее стало хорошо. Но подушку я приобрела где-то за 1000 лир. Она мне очень нравится, очень классная, очень крутая. Что еще хочу рассказать? Эта комната у нас, короче, торцевая получается. И она у нас самая холодная. Нам всегда попадается так, что в Газипаше мы жили, а там, кстати, вообще газа не было. У нас была комната холодная. Что здесь? Вот такая вот, не буду сильно показывать, гардеробная. Мы тоже сами сделали. Показывала, кстати, видеоролики, как мы собирали вот эту вот штуку для гардеробной. И вот такая вот ванная комната, которой мы вообще не пользуемся, ну, только если летом. Летом пользуемся, да. После моря, особенно, когда приходишь. Вот такая вот комната, ну, сюда заходишь, прям как холодильник. Прям холодно-холодно. Мы ее закрываем, даже не открываем. Вот, также здесь нагреватель есть, но тут тоже вода подогревается с помощью газа, поэтому давайте я закрою. Все-таки холодно, даже заходить не хочется туда. Она такая прям самая снаружи находится, поэтому... вот такая вот квартира, друзья. Показала. Вот 3-я комната у нас. Вот так вот выглядит. Давно хотела рассказать, давно хотела показать комнату, свою квартиру. Почему? Потому что планируем мы все-таки съезжать отсюда. Почему? Надоело. Вот надоело жить, во-первых, далеко от моря. Мы, наверное, начнем вот по поводу уже аренды думать ближе к лету. Почему? Потому что я хочу, чтобы как бы сын доучился, да, школа здесь рядом находится, старшая. Да, он еще и 11 класс будет учиться, сейчас он в 10-м. Ну, как бы, ну, чтобы в этот сезон уже доучился, и чтобы дети доходили в садик. Как я и говорила, да, подписчики уже в курсе, рассказывала, что хотим отдать в 1 класс турецкие детей, потому что здесь 6, не хотим оставлять в садике. Хотим, чтобы они уже начали ходить в турецкий садик, школу, чтобы они попробовали, чтобы мы увидели, как вообще подходит ли им турецкая школа, как они вообще отреагируют на это. Вот, и там уже, знаете, школа попроще, она, во-первых, бесплатная, государственная школа, во-вторых, вот где мы будем жить, туда рядышком в школу они и будут ходить. Поэтому, как бы, исходя из этого, хочется ближе к морю снять хорошую квартиру. Не знаю, получится ли это, нет, да, все по возможности буду показывать. Вот за эту квартиру мы платим 22 000 лир. А помимо этого у нас выходит за интернет, за электричество, за газ, вот сейчас, в данные месяца, где-то около 7 000 лир выходит. Смотрите, короче, вот так было. За ноябрь и декабрь пришло за газ 2 800. За январь 2 300. Мы начали днем выключать газ. За февраль, наверное, больше придет, потому что в феврале особо сейчас не выключаем. Люди здесь как живут? С утра просыпаются, отключают, на ночь только включают газ. Мы круглосуточно, когда холодно. В ноябре, в декабре я так и делала. В январе я начала выключать, и за январь нам пришло 2 300. Ну, примерно, если брать в ноябре-декабре, ну, где-то около 7 000 лир приходило. За январь пришло 6100 где-то. Ну, вот если сделать минус, то есть экономить, то где-то так. Но это где-то 14 800. Сейчас курс 2,4, 2,5, где-то 14 800 зимой получается, да, у нас. Ну, больше немножко, если в рублях. Если лира станет повыше, то уже дороже считается. Ну, в общем, в лирах где-то 6500 лир. Это 1750 айдат. Это давайте за январь. Вот 1750 айдат. Был айдат у нас 1250 лир. За январь за газ 2300. Электричество у нас приходит всего лишь 365 лир в месяц. Вода у нас 1000 лир.
что-то многовато, но вот так вот приходит. Что еще? И интернет, домашний интернет 700 лир. Ну и выходит где-то 6115 вот за январь. Если летом, то минус за газ, да, там чуть-чуть, совсем копейки приходят за газ. Где-то летом получается в районе 10 тысяч рублей за квартплату летом. Вот, ну, поэтому как бы мне хочется съехать, чтобы не такой бешеный был Айдат. Бассейны, да, классные, я ходила прям целое лето, кайфовала. Но если был бы рядом море, конечно же, ты будешь ходить в море с удовольствием. И не платить 1750 за Айдат, во-первых, да. Во-вторых, не платить постоянно за проезд. Мы всегда тут ездили. Поэтому в мыслях, конечно, переезжать либо в Атакент, либо в Ташуджу. Там посмотрим, что да как будет. В общем, вот такие вот цены. Так и живем. Напишите свое мнение, дорого ли для вас это. Сегодня пригласила, можно сказать, вас себе в гости. Посмотрели вы нашу квартиру. Квартира, конечно, классная, квартира большая, да. В Атакенте нету газа вроде. В Ташуджу есть, оказывается, квартиры с отоплением. Поэтому в Ташуджу, в принципе, можно переехать. Мне, знаете, мне нравится даже больше набережная в Атакенте. Вот у меня, короче, вот такая вот сейчас мысли в голове, вот такие вот, не знаю. В принципе, море, везде оно море, да, говорят. Но в Ташуджу столько много народу. В принципе, там классно, конечно. Там погулять есть где. Там есть магазинчики. В принципе, да. И у меня сын еще в последнее время прям в Ташуджу тянется, хочет туда переехать. Ну, возможно, мы даже переедем. Короче, посмотрим. Но это будет ближе к лету. Пока, в общем, живем здесь. Вот. Расскажите, сколько вы платите, если здесь в Турции живете за квартплату? И как вам вообще квартира? Понравилась, не понравилась? Как вы считаете, дорого квартплата? Сколько у вас квартплаты? Даже если вы живете не в Турции. Какая у вас за месяц квартплата, если у вас большая квартира и много народу у вас в семье? Будет интересно почитать. Вот. Но буду прощаться с вами. Вот такой вот видеоролик получился небольшой в этот раз. Всем желаю счастья, здоровья, радости. Будьте всегда на позитиве. Дарите друг другу позитив, любите друг друга. Всем пока!